Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить очень вкусный мандариновый рулет без выпечки. В меру шоколадный, в меру сладкий, слегка ореховый и очень сочный. Друзья, на канале моего мужа Артема вышло видео с 5 рецептами новогодних ПП-десертов. Все десерты низкокалорийные и низкоуглеводные. Среди них есть и веганские, и очень простые, и на желатине, и на агар-агаре. Каждый сможет подобрать здесь вариант для себя. Кстати, в этом видео вы увидите, как мы наряжали елку. Для коржа нам понадобятся финики или другие сухофрукты. Если любите послаще, можно взять 100 грамм фиников. Я же беру 50 грамм фиников и к ним добавлю потом 50 грамм яблочного пюре. Финики заливаем кипятком примерно на 10 минут, чтобы они немного разбухли. А пока займемся орехами. Можно взять любые ваши любимые орехи или семечки. Суммарно их должно быть 130 грамм. У меня это 100 грамм обжаренных кешью и 30 грамм семян чиа. Семена чиа, как и семена льна, добавляют клейкости нашей массе, и она будет максимально пластична. Соединяем орехи и семечки в блендере. Добавляем 20 грамм какао и тщательно измельчаем их с помощью блендера. Можно оставить небольшие вкрапления орехов, а можно измельчить их полностью. Добавляем финики, очищенные от косточек. И 50 грамм яблочного пюре. У меня это детское баночное пюре. Также тщательно измельчаем до состояния густой нелипкой массы. На любую доску или подложку выкладываем 2 слоя пищевой пленки. И перекладываем на них шоколадную массу. Хорошо разминаем лопаткой. Если вдруг вы чувствуете, что масса липнет к лопатке, то лучше добавьте немного сухих ингредиентов, например, какао или дробленых орехов. Накрываем этот пласт слоем пищевой пленки и раскатываем из него прямоугольник. Масса очень пластичная, и при необходимости можно легко срезать выпуклые стороны и прилепить их в те места, где недостает, например, в углы. Добиваемся формы квадрата. Его размер должен быть примерно 25 на 25 сантиметров. Откладываем нашу заготовку пока в сторону. И приготовим начинку. В качестве основы для крема можно использовать рикотту, творожный сыр и даже мягкий творог. У меня это 300 грамм рикотты. Какие-то творожные продукты можно просто размять лопаткой, и они готовы к применению. Но в рикотте остаются комочки, поэтому ее лучше измельчить блендером. Добавляем подсластитель, натуральный экстракт ванили и кокосовое масло. Кокосовое масло добавлять не обязательно, если у вас крем на основе творожного сыра или плотной рикотты. Я же добавила 20 грамм масла, чтобы крем в холодильнике немного загустел. И тщательно измельчаю с помощью блендера. Получается гладкий однородный крем. Распределяем его тонким слоем по коржу, оставляя небольшое расстояние до края свободным. Для начинки я очищаю самые маленькие мандарины и выкладываю их в линию. У меня влезло 6 мандаринов. Можно выбрать и другие фрукты или ягоды, которые не пускают сок. Например, банан, инжир или клубнику. Аккуратно скручиваем рулет с помощью пищевой пленки. Пленкой подгибаю рулет внутрь, чтобы он хорошо скрутился. И докручиваю до конца. Тщательно запаковываю рулет сбоку пищевой пленкой. И руками придаю ему ровную цилиндрическую форму. С торца рулет тоже накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения. Снимаем пищевую пленку, и рулет готов. Давайте его разрежем. Вот такой красивый, сочный разрез у этого рулета. Очень ярко и интересно. Такой разрез получается, если попасть не по самой широкой части мандарина,
Тут видно и крем, и мандарин. Выбрать место красивого разреза несложно, так как расположение мандаринов внутри рулета легко определить на ощупь. И это очень вкусный рулет. В меру шоколадный, в меру сладкий, слегка ореховый и очень сочный. Есть его удобно либо целым куском в руке, либо с помощью ножа и вилки. Очень рекомендую вам попробовать этот десерт и насладиться новогодним настроением. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!